Мої вітання. Ви знов в моєму саду, майже весняному. Сегодня 7 февраля, но я начинаю свою обрезку. Весна становится все раньше, с каждым годом все ближе. И я пообещала вам показать, как я буду обрезать гортензии. Сегодня у нас плюс 9 градусов. И я переживаю, что начнется сокодвижение и опоздаю. Поэтому Украина, точно можно начинать обрезку гортензий. Я вам расскажу на примере двух. Кустовая форма. Вот это у меня полярный медведь 4-летний, на ее примере обрезку. И перейдем в другое место, покажу формировка по центру. Высокий побег, как штамп, а внизу кустовая форма. Интересная форма обрезки. Думаю, пригодится. Кому интересно, вы спрашивали, как вы именно такой обрезаете. А следующее видео я сделаю обрезку штамбовой формы. Я уже начала, тут несколько кустиков обрезала. Сейчас ближе переставлю камеру, и все мы увидим. Для начала, что я вам хотела сказать. Нам надо определиться с формой куста. Вот это у меня гортензия Skyfall. И в прошлом году я ее обрезала формой конуса высокого. То есть тут ниже обрезка была, тут средняя, и оставила по центру высокие побеги. Вот эти. И скажу сразу, что в аллейной посадке такая обрезка не очень хорошо смотрится. Объясню почему. Потому что сильно густо посажены гортензии, и вот эти нижние красивые побеги, они практически были не видны. То есть для аллейных посадок не подходит форма пирамиды обрезка. Больше подходит форма зонт, когда на одну высоту мы видели летние эти видео, где у меня это аллея. Так вот, когда форма зонта для аллейной посадки, это лучше. Значит, первое, что нам надо определиться, это какой формы мы будем выстригать наш куст. Так, это у меня гортензия полярный медведь 4-летняя. Ну что, приступаем. Значит, первое, что мы делаем. Не бросаемся из одной ветки на другую, а соблюдаем правило 3. Правило 3. Что это значит? Первое, мы вырезаем все тонкие веточки, вот такие, совсем тонюсенькие, они нам не нужны. Сейчас возьму камеру, буду показывать ближе, меня видно не будет, но зато будет видно, что мы делаем на кустике. Вырезаем все тонкие веточки. Не бросаемся, еще раз повторю, на все ветки на кустике. Рассматриваем, допустим, первую вот эту. Видите, первый прирост, второй прирост, третий, 4. 4 года гортензии. Удаляем вот такие вот маленькие веточки. Вот эту ветку рассматриваем. Удаляем. Они нам вообще не нужны. Дальше. Первое мы сделали. Второе. Удаляем побеги, которые смотрят внутрь кроны. Вот, допустим, тройная развилка. Вы видите? И эта ветка, и побеги ее будут направлены сюда, в крону. Вот они. И эти, и эти. Значит, вот эта ветка нам точно не нужна. Из тройной развилки. Все, удалили. Нижние тоже удалили. Они нам не нужны. Вот эту вот тоже она смотрит
середину куста тоже вырезали. У нас получился как бы на расширение. Вы видите, идет один раз повернуто наружу, второй раз, второй прирост наружу. И сейчас мы обрежем вот эту рагулинку. Перед этим хочу сказать третье. Третье мы должны обязательно вот этот вот центральный прошлогодний вырезать. Все у нас хорошо, зелененькая, хорошая ветка. Почему? Потому что в прошлых годах я не так этому внимание уделила. Видите, вот этот пенечек, он усыхает, и там может заводиться всякий жучок, червячок. Ну, не червячок, жучок. Вот, видно, усохший. Видите? Пенек. И на некоторых гортензиях я срезала, а по центру черная точечка. Это значит побег плохой. Тогда нам придется понижать до хорошего зелененького среза. Так, по этой ветке, значит, что? Я буду обрезать на 2 почки. Вот так. Раз, и тут раз, 2. Все. Вот такая веточка получилась. Переходим на эту же ветку. Выше идем. Этот побег у меня идет наружу. Оставляем. Тройная развилка тут. Смотрим. Тоненьких нету. Пенек срезаем. В сторону, в центр смотрит на этой развилке. Вот так покажу вам. Вот она, тройная. Это развилка. Тоненьких нету, пенечков нету. Вот пенек. Сейчас мы его вырежем. На 2 почки я буду. Эту раз, 2 и эту. Все отлично. Вот эта ветка идет в центр куста. Но я ее обрежу, потому что обрежу на 2 почки, потому что середина у меня пустая. Вот тут видна ветка. Я ее буду удалять. Она, во-первых, с тоненькими, такими негодящими. Во-вторых, вообще в центр идет. И они будут пересекаться. Когда я ее удалю, вот так, у нас вообще середина куста останется пустая, как вазочка. Можно, в принципе, вот эту ветку удалить. Но я хочу оставить на 2 почки. Вот такая получается развилка. И центр, пенечек вырезаем. Сейчас посмотрим. Срез хороший, зелененький. Дальше у нас по этой ветке идет, была тройная развилка. Сюда. Тут интересная история. Первая. Веточки тоненькие вырезаем. Второй. В центр куста ветка вырезаем. Третье. Пенечки вырезаем. Так, мне уже надо кусачки секатор этот менять, закусывает. Так, срезы отличные. Если бы была темная точечка по центру, значит, надо было понижать. Там уже жук какой-то. И теперь вот эти развилки на 2 почки. Так, раз, 2. Что-то это высоковатое. Вот сюда. И с этой стороны вот эту убираем, конечно же, она идет в центр куста. Она нам не нужна. А эту веточку понижаем на 2. Вот такая получилась загогулинка. Одна и наружу выгнута. Вот эту всю ветку мы с вами обошли. Сейчас я вам покажу медленно еще раз. Так, вот этот пенечек. А вот тут, видите, уже не есть
прям идеально. Но прям черной такой точки я не вижу. Вот вам. Вот это должно быть получше срез. Но я понаблюдаю. Значит, развели наружу, развели, убрали все лишнее наружу. И это так, ну вот это как бы она тут совсем. Вот это вот под вопросом. Я, может быть, ее позже обрежу. Так, рассматриваем следующую веточку. Следующую веточку, допустим, вот эту. Вы видите, она растет с самого низу. И знаете, что я с ней сделаю? Я ее всю вырежу вот отсюда. Так, тут уже, конечно, надо сучка-рез. И нет, срезалась. Хорошая большая ветка, но я ее убрала. Объясню почему. Потому что я хочу поднимать немножко вверх куст, крону. А зачем нам та в самом низу веточка? Все, задача упростилась. Следующая ветка. Я весь куст вам не буду показывать. Сейчас мы еще раз на следующей ветке разберем. Первое. Тоненькие веточки такие. Срезаем. Второе. Убираем ветки, которые будут априори беспрекословно вести в центр куста. То есть молодые приросты пойдут нам в центр. Мне этого не надо. Третье. Смотрим пенек. Пенька нету. Ну и обрезаем на 2 почки. Все. В этом случае развилка тройная. И опять же, отличная, хорошая ветка уходит у нас в середину куста. Мы ее вырезаем. Убираем пенек. Старайтесь обрезать понад самым этим, понад самой веткой. И оставляем 2 почки. Смотрите, как все красивенько получилось. Вот такие должны у вас быть. Можно резать еще меньше на 1 почку. Но посмотрим, какая у нас дальше погода сложится. Надо, чтобы сухо было. Вообще сейчас идеальное время, потому что неделю будет до плюс 10. И как раз это позволит растению немножко заживить свои раны и может даже тронуться в рост. Ну, холодно еще будет, но уже гортензия не пострадает. Так, я плавно перехожу по всему кусту. Я вам покажу, что у меня получилось. Значит, повторяю. Первое. Тонкие веточки, вот такусенькие, удаляем. Второе. Те, которые смотрят в центр куста, удаляем. Вот это развилка. И третье. Вот такие пенечки. 1, 2, 3. Правило. И вы не запутайтесь. Обойдете все веточки. А потом, когда все, отойдете подальше и посмотрите по форме, как вам нравится, не нравится. Сейчас мы увидим, что у меня получилось. Я быстренько подстригу. И перейдем вон туда, на другой куст. Вот такая вазочка у меня получилась. Сейчас уберу все обрезки, замульчирую хвойным опадом, и красота. Значит, вопрос по вот этой веточке, она в центр смотрит, и по вот этой. Какой-то надо из них убрать. И получается развернутая форма вазы. Внешний вид вашей гортензии примерно тоже должен быть, независимо от возраста. Ну, все.
Понятно, думаю, сейчас подойдем к такой интересной форме штамбовой. Вот такая интересная штамбовая форма или полуштамбовая. Смотрите, на опору металлическую, это труба вот такая, выведен главный побег, который идет из земли. И он у меня пошел штамбом расти. Он так и будет у меня штамбом. Сейчас с другой стороны покажу. Вот так. Видно? Вот этот побег основной. И пошла развилка на штамп. Так, сейчас посмотрю, как там его резать. А внизу еще разветвление. Вот такое. Как обычная гортензия. Смотрите, что тут можно сделать. Можно вот эту часть вот так вот горочкой засыпать землей. И вот эта ветка даст, корни пойдут отсюда прямо. И мы ее вырежем вот так. И у нас останется один штамп. Но мы ее должны вначале просто обрезать, как обычную гортензию. Опять же, правило 3. Вырезаем тонкие. Раз. Все негодящие веточки. Косые, кривые, тонкие. Загугулинки всякие. Так, и понижаем на 2 почечки. Так, тут пенечки. Не забываем. Это 2 и 3. Так. На 2 почки. Вот это. Вообще она тут по центру. Я ее, знаете, что если я ее буду присыпать, я ее просто понижу. Может быть, оттуда от корня, когда пойдет веточка. Вот от этой, может, пойдет. Так. Пенечек. Обязательно на 2 почки понижаем. И надо еще смотреть пересекающиеся, если ветки сильно. Так, что у нас? Этот хороший побег. Междоузлие сильно большое, поэтому 1 и 2. Отсюда вряд ли уже пойдет росток, поэтому получилось, видите, какая рагулинка. И вот эту, она мешает нашему штамбу. По-хорошему я ее вообще вырежу тут. Вот. Все. Эту на 2. Все. Смотрите, что у нас получилось. Вот такой кустик. Мы его присыпем землей. Ну, я присыплю. Он укоренится до осени. И мы его тут вот прямо отпилим, срежем секатором. А отсюда пойдут корни. И у нас останется вот такой красивый штамп. Так, как штамбы обрезать? В принципе, ничего сложного. Вырезаем центр, этот пенек нам не нужен. И смотрим. Скелетные у нас веточки получились. 1, 2, 3, 4. Отлично. Понижаем их на 2. Можно на 3, чтобы верх выше был поднят. Сейчас я подумаю. Наверное, я на 2 все-таки обрежу. Пусть набирают роста. Мой штамбик. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Вот так. И тут. С этой стороны. 1, 2. Смотрите, какая у нас девочка красивая получилась. Отличная. Самое главное, вот я говорила, 1 год формировки штамба, чтобы не обломать. Так, тут опору надо будет переставить.
на эту сторону, наверное. Чтобы не поломалась какая-то скелетная ветка. Вот в эту сторону, вот отсюда, видите, еще должна была быть и обломана. Получится в этом году. Вот тут пойдут, и они сформируют эту сторону штамба. Вот такое деревце, вверх смотрящее на две почки. Ну, это я уже про штамбы зашла. Думаю, все вам понятно получилось и ясно. Задавайте вопросы, если у кого какие остались еще. А вот эту точно прикопаю, и будет у меня шикарный куст. Это ванила фрейс, гортензия. У меня сегодня получилась небольшая обрезка. Думаю, вам понятно, вечер у нас такой, я растрепалась. Почти весной уже даже пахнет. Я начала работать в саду, плодовые деревья обрезаю, вот гортензии. Вот эти еще, ну, гортензий много, пообрезать надо. Ну и потом планировать, что где посадить. Ну, мы сегодня про гортензии. На сегодня у меня все. Всего хорошего. Задавайте свои вопросы.